Друзья, хочу вам признаться, что вы меня очень радуете, те, кто занимается у меня в школе и рисует чайники, гранаты, морские пейзажи и другие, выполняют задания в уроках, в курсах. Но взгляните, это не чудо. Люди, которые частенько даже в первый раз берутся за карандаши и за краски и выдают такое. Это говорит о том, что метод работает, которым я нагружаю тех, кто не боится своих неумений, а просто берет и делает. Так что мои поздравления тем, кто отчаянно стремится к совершенству, к мастерству в живописи, в рисунке. И то, что мы работаем с простыми формами, это только на первый взгляд они простые. А когда вы беретесь и сами пишете, что ого-го, кажущаяся простота, а на самом деле как это все трудно, но преодолеваете, делаете и делаете творческие решения уникальные. В общем, молодцы. User the Мы были на выставке в Лобне. У меня сейчас выставка проходит до 28 апреля включительно. Приезжайте. Так вот, ничего кроме восхищения не приходит на ум. Все картины понравились. Спасибо вам большое. Все по-своему необычайно красивы. Портреты чудесные, хоть обнаженка, хоть и нет. Вячеслав, не слушайте завистников, пишите, как вам подскажут ваше сердце и душа. Ну, я так и делаю. Тетушкам на входе я сообщила, что если бы имела возможность, я бы купила все эти картины. На что они очень удивились и спросили, а куда бы вы их повесили? А я бы нашла куда. Вы знаете, один коллекционер, у него было, по-моему, более 400 работ, и он тоже мне сказал, что некуда вешать, хотя работа очень нравится. Я говорю, так ты меняй. Вот в музеях меняют, есть запасники, но просто экспозиция все время, в моем доме все время живая. Я что-то перевешиваю, довешиваю, куда-то увозится на выставки, что-то покупается. И когда картины не пылятся в углу, а они живут на стенах, это очень приятно. Вот очень мне нравится ваш подход, не знаю вашего имени. Ну, нашли бы куда повесить, да? Одна женщина даже под любимую картину построила дом. Но она была больших размеров, она купила и построила дом под нее. То есть это о чем говорит? О том, что если живопись нравится, ведь это, я не знаю, атомный реактор, это энергия, которой вы, обладатель картины, питаетесь каждый день. Так мне один сказал коллекционер, который покупает у меня работы иногда. Он сказал, что я просыпаюсь, и каждый день, мой новый день наполнен радостью, ну, глядя на ваши работы. И ведь это правда, это лучше, чем деньги потратить на коньяк там, и там, на какую-то вкусную еду. Они провалятся и все. А тут и забудутся. Вкусы просто забудутся. На следующий день будет другой вкус. Любимое кино посмотрел один раз, 2 раза. Ну ладно, 14 раз, как с легким паром, да, мы смотрим, я не знаю, сколько уже лет, с 75-го года. Ну, 30 раз. А тут ты каждый день, 365 дней, 4 в году. Ты подходишь и радуешься. И так все время. И более того, что ты все время находишь что-то новое в известной тебе картине. Ну, такова магия живописи. Васил Думбуковский. Гурзуф, конечно, хорошо. А когда же в Испанию? Есть прекрасный город на океане Сан-Себастьян. Влюбитесь сразу же. Не был в Сан-Себастьяне. Готов. Давайте организуем группу в Испании, почему же нет? Вы пришлите фото мне на WhatsApp, напишите. Пришлите какие-то предполагаемые точки мотивов, где писать будем. И мы соберем народ. Анастасич. Да что ж такое тянущий грунт? У вас даже нет видео по его созданию. Водоэмульсионная краска. Берете и прогрунтовываете ее. Ну и все. Вот и весь тянущий грунт. А видео есть. Я столько раз говорил, что мне как-то кто-то уже сказал, что ну опять про тянущий грунт, ну сколько можно. Ну просто там где-то порыться надо в прежних видео. Павлу Замаи. Все-таки интересный вы дядька. Интересно размышляете. Нормально, да. А что интересного-то, Павла Замаи? Напишите, что заинтересовало. В чем интересный-то? Для многих просто проходная фигура. Ну, они гуляют по коридору и идут дальше себе.
А вы что-то заинтересовались. Чем? Непонятно. Мазафак. Ваш метод и манера письма превосходные, классный этюд получился. Только скажите, пожалуйста, для передачи впечатления и состояния в пейзаже разве не обязательно надо учитывать теплохолодность? Ой, как обязательно. Так же, как насыщенность и тусклость света. Очень обязательно. Или вы ради творческой манеры советуете игнорировать и цвет, и теплохолодность, и насыщенность, упрощать до тональных отношений пятен и только. Что бы я ни говорил, всегда будет искажение. Об этом я картину когда-нибудь напишу, эскизы готовы. Люди общаются друг с другом, и они друг друга не слышат. Что бы мы ни говорили, на другом конце будет воспринято иначе. Это Тютчев, по-моему, писал, да, что мысль изреченная есть ложь. Прекрасный этюд, но он же в холодной, ненасыщенной гамме и в общей средней тональности, или в этом был весь замысел. У меня всегда разные замыслы. Мазафак. Маза, потому что такая покатила. Сейчас я хочу, глядя на этюд, передать, например, солнечное состояние в более светлой манере. То есть я сдвигаю диапазон не от самого светлого до самого темного, а от светлого до там, где-то сероватого. И тогда в этом узком диапазоне, вот я не знаю, 90 градусов, я все закладываю, все отношения. Но это очень сложно. И тогда очень такая светоносность получается. И призываю всех писать в этом смысле, разные задачи ставить, писать по-разному. Ну вот вы пишете, что на выставке побывали в Лобне, и вы видите, какие разные работы. Значит, Лобня, улица Ленина, 16, работает ежедневно до 19 часов, с 12 часов дня. Вот все эти дни до 28 числа. Пока вы, друзья, будете ездить в Лобню на выставку, я поеду проводить мастер-класс в Багдарне. Это 100 километров от Москвы. Присоединяйтесь, вы еще можете успеть. На сайте есть информация. Мы будем работать 28, 29 и 30 числа до обеда. А 28-29 полные дни. Анастасич. У меня есть холст, не закрашенный. Уж простите за грубую формулировку. Полностью не закрашенный. Грубейшая формулировка. Он белый, и на нем кусками фрагмента покрытый краской. Он давнишний, заброшенный. Так, как мне его использовать для новой работы? Можно, кстати, перелицевать сюртук, с другой стороны писать. А можно прямо на этой. Берете чеснок, головку и прям протираете. И липкость так-то естественно возникает. Это натуральный продукт, который связывает слои. Чуть-чуть подождете, можно писать. Просто попытаться вровень с имеющейся краской закрасить весь остальной фон. А потом еще сверху начать закрашивать, уже как единое полотно. Ну, прям пишите и все. Вот вы протерли этим самым чесноком, а потом рисовать что-то сверху. Сверху вот этого всего рисуйте, пишите. Как вообще избежать при такой слоистости потенциального растрескивания? Вот я рассказал, как. Ну, есть еще профессиональные, значит, лаки, называется ретушный лак. Вонючий жутко, ну и можно, если чеснока нет вдруг в доме, то ретушным лаком. Ну и потом писать. Стас Климт, художник и педагог, очень известный в интернете, считает, что в самом начале нужно обязательно замазать холст какой-то смесью. Это он сам называет избавлением от белого. Ну, хорошо, что избавляется. Затем тряпкой протирает светлые места. Ну что? Ну и дальше пишет в хлесткой манере, то пальцем, то кистью. Как вам такой метод? Да писать чем угодно можно, лишь бы живопись была у этого человека. Ну, у вас я имею в виду. Живопись, если есть, то неважно, чем написано. Все подойдет. Кусок носка, кусок тряпочки, ватные диски, палочки, что угодно, если кистей нет, конечно. Вот Аня Шестерякова, она сейчас организовывала класс в Швейцарии, замечательная организация.
Она говорит: Слава, почему бы тебе не провести мастер-класс? А потому, когда вот нет ничего материалов, она говорит, берешь щепочку, ну, палочку срезаешь вот с дерева, или просто жуешь ее, ну, разжевываешь, чтобы она была, и ею, как мастихина, например, тоже нет. И вот она, значит, вот так пишет, если ничего нет. Ну, забыл человек все. Так что камень можно взять. Ну, в конце концов же камень использовали раньше, металла не было. Они же камнями все рубили, мяско. Вот. Один человек также вот разжевал, значит, палочку в Индии. Я видел. И начал зубы чистить ее. А потом, ну, ноги там, ну, короче, что-то там более такое грязное. А палочкой они так и чистят зубы. Да. Так что и можно писать. Мы же, Стас Климт, мозгами пишем, а не чем-то еще. А они нам дают, так сказать, команду. Вот вы берете какую-нибудь, нет у вас ничего. Ух ты, так. Они сразу так соображают, вот здесь надо такой тон взять. Вы ее раз. И все, можно писать вот куском, я не знаю, тряпайте. И все получится. Мы мозгами шевелим. Но это Леонардо говорил еще, что художник пишет головой, а не вот этими всякими до белого избавлением и так далее. Как угодно. Избавляется человек от белого, ну и пусть избавляется. Желаю вам экспериментировать различными материалами для живописи. Друзья, предлагаю вам посмотреть кино «Оборудование для пленэра». Может быть, вы для себя найдете какие-то полезные советы. Сейчас время пленэров, как удобно и себя чувствовать в поездках, что нужно иметь, чтобы работы перевозить мокрые, ну и так далее. Как вообще все это организовать. Ну, поставьте, пожалуйста, кнопку «Нравится», нажать нужно, если нравится. И делитесь с друзьями моими видео. Ну, пока.